Всем привет, мои дорогие! Мы сейчас в супермаркете пришли покупать канцтовары. В общем, back to school у нас сегодня с вами. Школа у нас начинается уже в понедельник. Мира тоже выбрала себе. А нам еще не дали ни список вообще, что купить, ни даже еще не знаем, в какой Мира попала класс в средней школе. Поэтому я вам буду снимать все подряд. Давай, Мирунь, показывай что-нибудь интересное. Показывай что-нибудь интересное. Это магазин Мигрос, кстати. Давай, что есть, покажи. Покажи, что ты купила вначале, покажи. Обычные вот такие ручки, что не забыла что-нибудь получше найти. Мам, я люблю такие ручки, я просто им дома. Покажи, где они, сколько стоят. 14. А, вот, всего лишь. 14 лир всего лишь, вот 15 лир. Мира любит почему-то такие простые ручки. А вот какая красота, смотри, не нравится? Вот такая. Это карандаш, кстати. В Турции в школах пишут карандашами. Мама, вот, 18 лет. Да. Мальчик какой-то ходил на нашу. Как, ну, слушай, мальчик ходил розовая же. Ну, мне она не нравится. Ну, ладно. Вот это вот, что это такое? Фосфорукали? Нет. Да, фосфорный маркер. Маркер. Ну, перманентно? Да. Где? А, это которые не вытираются. А можно? А зачем они тебе? Ты их не вытиришь ничего. Так, что тут еще есть? А, это что? Тоже перманент маркер. А, это белый. Белая? Зачем? Металлический. Ух ты, прикольный какой-то металлик. Ну, я не понимаю, зачем это. Металлик маркер. Ну, возьми. Я знаю. А что это? Сколько он стоит? Ой, не, Мирунь, это он сколько стоит? А, это 4, а это вот эти вот? 24. Да, вот 4 одна сколько стоит. Ну ладно, возьми одну. Не думаю, что прям сильно дорого. Такие карандаши. Вот эта фирма, кстати, Ротринг, в Турции считается достаточно качественной. Стоят они вот, не знаю сколько точно. Какой-то из этих цена. Мама, мне еще вытирачку взять? Вот, смотри, то, что ты хотела. Да, только 75 есть другой лет. цвет? А? Есть другие цвета? Ну вот, голубой есть. Нет, это не с ручками. А это что, это ручка вот эта вот? Вот эта ручка, которую я всегда говорила, у меня такая черная была, красная и голубая. Ручка, карандаш, типа запасные стержни, стирачка. 75 же стоит. Колем сердечко. Да, вот голубая есть. Зеленая, оранжевая. Ой, извини. Ну, не знаю, голубая, наверное, красивая. Мам, какая голубая? Здесь голубая, ты видишь? А, это другая. Извини, я подумала, что... Вот не знаю, да. Розовый Тогда давай только возьмем. розовая, оранжевая, наверное. Я розовый тогда возьму. А вот это не они? Что? Вот тут. Да, они. Нет другого цвета. Что это? Зеленый? Зеленая я видела. Розовый. Розовая. Сейчас, мам, не вытаскивай. Это Хорошо, давай. Так, резиночки. Такие наборы. По 35 лир. Двойные еще здесь это есть. Это вот эти, наверное, по 15 лир. все, Точилки. розовенький возьму. Ладно, бери. Точилки не нужны тебе? Смотри, вот такие вроде неплохие. Да, такие я хочу. Я их Вот тут искала. разных цветов есть. Вот. Нашла. Не, Вот одна еще такая есть. нет, я вот такую возьму. Такой? Да, с пенью. Хорошо. 65, что ли, даже не пойму, за 2. Так, что тут еще интересного? Знаете уже, какой я класс? Не, мне не нравится. Не нравится? Вот эти Мира резинки тоже купила, мы вам покажем потом. Я знаю, они склеили, да, кто-то склеил этим клеем, видишь? Угу. Ну не делай так. 32 лиры стоит. А мне клей не нужен? Да я не знаю, за. Пойдем еще посмотрим. Бумага вот обязательно в школу нужно будет сдавать. Но обычно просят другой марки. Ну вот 100 лир. Aşkım. Aşkım. Bilmem ne marka bile 100 lira oldu. Bilmem ne marka bile 100 lira oldu. Evet. Ну, сейчас нам не надо. Потом. Sana lazım. İsteyecekler mi okuldan yani? Bilmiyorum. Sonra alırız. İsterler bu markede yok beğenmiyoruz derler. Evet. Так, карандашики, фломастеры. Вот маркеры Big, конечно, все фирмы это знают. 240 лир, карандаши 80 лир. Но это обычно для садика и начальной школы. Да, блокнотики как ты купила. Карандаши тут разные. Ну вот цены видите, да? 55 и так далее. А он aldı. Benim vardı Rontli. Ha, getir varsa. Kurşun kalem. Şun kalem. Ha var mı sen? Kurşun kalem fazla varsa getir.
Tuşlu kalem bu, kurşun kalem değil. Tamam işte. Tamam. Kurşun kalem bak bu. Вот еще какие-то. Смотри, вот еще какие-то красивые. Да, мы видели такое. Не хочешь? 75 лет тоже. Ну, у тебя карандаши есть же? Может, для доски фломастеры еще нужны будут, кстати. А сколько они стоят? Ого, 180 лет. 190. Ну, по одному вот такие вот, я смотрю. Такой. Не, Вот такой. Вот такой. Вот эти. Какие? А, ну, одну? Выгоднее брать тогда такую. Тогда такую выгоднее брать. берем? Ну, не знаю. А вот по 3. А, так это по сколько? Это по 4. А 3 сколько стоит? Даже не знаю. Это уже поменяли пупочки. 6 это вот это. А, смотрите, какие. Стич. Мирен любимый стикеры. Нужны тебе они? Да. В принципе, я же тебе купила стикеры. Ну, У тебя же много дома стикеров. Они просто перед... Ножницы нужны новые? Есть тут какие-то вон. Вот такие штуки тоже просят для садика обычно покупать. Ну, хотя мы тоже покупали, но особо поделок с них не было. Там перышки, глазики. Это все тоже для школы. Вот эти штуки тоже нужны. Обязательно. Клей. Клей у тебя есть, да, Мируль? Вот этот хороший. Вот можешь купить вот такой, или у тебя есть? Я не помню. Мы покупали? Хорошо, я сейчас помогу. Мы покупали клей или нет? Нет, есть. Вот такой мы разве не покупали, а новый? Может, тогда вот этот купить, смотри. Бик это хороший вроде бы. Многостержневые ручки. Смотрите, какая прелесть. Смотри. Помните, в нашем детстве тоже такие ручки были? Разноцветные. Это здесь капибарка. Классно, на самом деле. Розовые. Ой, какие-то они поломанные, что ли? Да? Не это. Не могу раскрыть. Все что-то поломанные. Это вообще не открывается. Все, что ли, поломаны? Они все такие, когда один цвет нажимаешь, Все, потом да? другой Ну, цвет короче, не понятно. получается. 90 лет при этом. Краски. Смотри, краски не нужны, да, вроде бы? Вот ножнички. Вот эти. Вот такие? Нормальные ножнички. Нормально, возьми вот розовенький красивый. Тебе не нравится? А какой 6 цвет? лир это всего лишь брать? ножницы. Ничего себе, что это за бесплатная цена. Мне нравятся розовенькие. Я красный возьму. Красный, а голубой не хочешь? А розовенький чего Я нет? все красные. Хорошо, розовенький чего нет? Мама нет. Ладно. Хочешь, можем два взять. Тебе нужны они? Ну возьми двое, они все равно бесплатно, почти 6 лир. Так. Ну вот эта марка считается недорогой. Априт хорошая марка. Фломастеры 250 лир такой набор. Но в мире в школу уже такой не надо. Это что? Это тоже фломастеры. Взяла двое? Да. Проверила, нормально все с ними. Ага, это эти восковые карандашики. Акриловая краска. Мум калян. Какой? Мум. Нет, это обычные. Это другое. Мира, это обычные. Это другое написали. Вот такие краски не нужны? Смотри, Хотела это рисовать что-то. кармак. Это Можно? гуашь это. Это акриловая краска, это гуашевая краска. Можно? Можешь выбрать какой-нибудь. Вот мумбоя. Это мумбоя, это, наверное... А, это обычные эти. Это мум. Ну, то тоже, это одинаково. Так, что еще интересного? Какой еще клей есть? Ну, давай посмотрим, какие они внутри. Я, честно говоря, такие не же. знаю. Так это может одно и то же? Нет. А, нет. Ну, на самом деле, вот это насыщение. Смотри. Здесь больше. Ну, акрил, наверное, будет просто более блестеть, а это более матовый будет. Какой мне взять? Ну, какой хочешь. Тебе вообще нужны они? Ничего, что мало цветов. Смотрите, какой прелесть Мира нашла. Стич. Это что? Что здесь написано? Ага. Мам, короче, Тетрадка это типа тетрадка и ручка такая. 500 лир стоит. Üvey evlatlar güzel.
Еще вот такие вот есть. Почему сразу я не получаю? Сразу я не знаю. Так, а вот это что такое? Это типа папка, наверное. У меня в детстве тоже была похожая, но только без ручки. Раньше это было модно. Но сейчас никто особо не носит. Тетрадки. Тетрадки тоже нам нужно будет покупать, но так как у нас в средней школе все учителя будут разные, то есть по каждому предмету свой учитель, а он будет рассказывать нам, какие тетрадки покупать. Поэтому пока мы ничего не покупаем. Тетрадки смотрю. Мы же еще не знаем, какие тетрадки покупать, поэтому не буду ничего брать. Где баба? А, баба ушел. Так тебе, может быть, можно будет с этой штучкой, с пружинкой. Может, ты захочешь с пружинкой? В начальной школе не разрешали с пружинкой вот здесь. Вот такие тетрадки нельзя было. Можно было только такие. А я думаю, в средней уже можно будет. Мне кажется, вот это удобнее. Вот так раз, перевернул, типа. Нам не разрешают, Вот потому так. что мы когда что-то клеим туда, вот это А. вот мешает. Ну а в средней школе удобнее было бы. Перевернул и все. Так. Ты вот тут посмотрела, все? Мама, нам не надо пока. Я посмотрю. Вот тетрадки по 55 лир, тоже 50. Маленькие 13. Это что такое? О, для рисования бумага не надо? Это обычная бумага. Но написано для рисования. 25 штук. Ничего, наверное, просто плотная такая для рисования. У меня такая есть. Вот такие маленькие тетрадки, но они вообще, не знаю, никому не нужны обычно. Смотри, блокнот. Смотри, какая. А, блокнот. Блокнот. И что там внутри? Просто вот такие по 12 лир. Что еще? Не надо в школу ничего себе такое. Не будешь брать? Печенька вот это возьму тебе. Хорошую. В школу возьмешь с собой? Нет? Ну хорошо, я домой возьму. Финалы мира не понравились. 215 стоит. А, красиво, ага. Ух ты. Возьми, если хочешь. А? В линию ничего? Нормально? В линию подходит тебе? Мне что такое сестрица? Нету такой, посмотри. Мама. Что, мама? Так, смотрите, портфели. Но мы Мире купили, рюкзак. Поэтому я вам, Мира выбрала, смотрите, тетрадки. Поэтому я вам в отдельном видео покажу, какой мы выбрали рюкзак. Даже два. Сейчас вам здесь просто хочу цены показать. Но мне мешают люди справа, которые кричат. Слева, точнее. Вот, смотрите, рюкзак 1500. Например, такой есть для мальчиков, для девочек. Вот прикольно. Ну, Мире, конечно же, такие не нравятся. Так, Мире нравится все черное, темное. Ну вот, по 500 лир вот такие. Эти 2500. Короче, вот такие цены на рюкзаки огромные. Ты какой Мира нашла? Точнее, я нашла, показала, смотрите. Листики ложите, типа здесь придавливаете. Мира, конечно, захотела купить. Да, ну какой цвет Мира выбрала? Угадайте. Я говорю, купи розовый. Но ты выбрала черный, Это не конечно. черный. А это еще на магните. Класс, смотрите. А, На это магните. ладжевард и есть черный. А Я где черный ладжевард? куплю. Вот это. А, Вот это черный. синий? Я черный возьму. А Ну да, почему темно на синий. магните? Ну на холодильник вот так лепишь. Ты не металл. Все, я черный. Тут можно. Не держится. Ну, в общем, на магните лепишь. На холодильнике. Типа там Пока можно что вот так вот что-то взяли. сделать. Может розовенький, смотри, какой миленький. Мама. Ну, ясно. Так, ну это все. Это для малышей. О, папки обязательно надо. Мы папку тебе купили? Да. Хорошо. Да. О, какая красивая, смотри, мне нравится. А какую мы тебе купили? С кошечками, с собачками? Какую мы тебе купили? Уже забыла. Черный. А, С одуванчиками. на магнитах. Типа, Что, все на магнитах? тоже такие штучки есть. Да, хорошо, идем. Где они? Ну, хочешь, возьми, не знаю. Нет. Просто не нужно. Вон еще какие-то, вон они лежат со стичем наклеечки. Ну, это же видели, а здесь еще... А пенала нет никакого там интересного? Посмотри.
под низом. Класс. Я посмотрю. Безголовый стич. Безголовый стич. А? Чтобы карандаши так ложить. Да. А, он тоже складывается. Ну, это тоже типа подстаканник такой. Он такой классный. Да, классно. Он один? Тут этикетки нет. Нет, не один. На нем есть этикетка? Вон, сделай это. А, тут другой? Голова такая же? Проверь, там все нормально с ним? Если что, купи. Если хочешь. Хочешь? Нет, он не нормальный. А, он поломанный. Вот это вот. Я тогда сфотаю этикетку, подожди. А откуда они узнают, что это та этикетка? Ну так, сфотаю, там видно, когда не пробивают. Ну что, мы скупились немножко. Немножко, но вышло на 2000 лир. Домой приедем, я вам покажу, что мы купили. Сейчас мы заедем еще в школу к Мире. Потому что, как я уже сказала, сегодня пятница. Мира идет в новую школу в этом году, в среднюю школу. Это совершенно новая все, и школа, и классы, и учителя. И до сих пор нам не сказали, в какой она хотя бы класс попадает. Еще учитель, как бы я ожидала, что учитель создаст группу в WhatsApp, как бы скажет нам, во сколько приходить, что взять с собой, хоть что-нибудь, да? Но ничего еще из этого не сказали. Поэтому мы сейчас поедем, сами заедем по дороге домой в школу и посмотрим, может быть, там вывесили уже хотя бы списки класса, чтобы знать нам, в какой класс прийти. Тут 8 сентября начинается школа в этом году в Турции. И как бы сразу учебный день. То есть нет такой прям какого-то праздника, как 1 сентября, там линейки праздничные. Ну, линейка будет, конечно, первый день. Ну, это, в принципе, как и каждый понедельник, линейка, они гимн поют и все по классам расходятся учиться. Поэтому как такового дня знакомства или чего-то еще не будет. Вот, например, как в начальных школах, то они начинают учиться на неделю раньше. То есть в этом году 1 сентября они начали учиться, и как бы это у них как бы считается неделя, знакомства со школой, с учителями, такая подготовительная неделя. Там, конечно, дети имеют возможность привыкнуть к школе немножко, там учителя рассказывают, что и как, в общем-то, все такое. А в 5 классах нет такого, несмотря на то, что тоже как бы это они как в 1 класс идут, да, то есть новая школа, все новое, но у них нету как бы такой как подготовительной недели. Поэтому сразу они пойдут учиться. И я, конечно, переживаю немножко, наверное, больше, чем Мира. Да, Мирунь? Ты переживаешь? Мне кажется, я больше переживаю. Ну, чтобы новая школа, да, там все, как бы, познакомиться с ней. Ну, я вам показывала видео, где мы записывались в прошлом видео. Вы можете посмотреть. Школу нашу показывала, мы как бы по ней немножко погуляли. И Мире показали, и мы посмотрели. Ну, хотелось бы, чтобы, конечно, и учитель, ну, как классный руководитель, я имею в виду, что там написал. Так как в этой школе будут уже учителя по каждому предмету отдельные приходить к ним, то список, наверное, не дадут. Ну, я имею в виду список того, что нужно купить к школе, потому что каждый учитель говорит сам, что нужно к его уроку. И поэтому, я думаю, тоже постепенно в течение первой недели каждый учитель будет писать нам или там детям будет говорить, какую тетрадь купить, на сколько листов купить, там какие-то еще вещи купить и так далее. А, плюс еще и книжки же, наверное, раздадут в первый день. Тоже. И плюс еще нужно к сервису. Сервис — это трансфер до школы. Тоже с этим договориться. Ну, может, как бы договорились, но тоже мужчина, который там этим все заправляет, еще сказал, не знает цены. Не знает, во сколько будет первый день школы, потому что сказали вот сейчас, только сегодня написали, что в связи с тем, чтобы не было в первый день большого количества машин на дорогах, пробок и так далее, чтобы не создавать, в общем, пробки, то решили, что, по-моему, лицей и средняя школа будут с 10 до 3 в понедельник учиться, а так обычно у них школа в 9 начинается. То есть начальная школа, я так понимаю, пойдет в 9, как обычно, а средняя школа в 10. Ну, вот как-то так. Но все равно это же нужно первый день, чтобы Мира уже пошла на трансфер в школу. Ну, а мы за ней. Я думаю, что мы тоже пойдем, ну, хотя бы на линейку там посмотреть, что да как.
что буду держать вас в курсе. Начинаются школьные будни. Приехали в нашу школу. Сейчас посмотрим. Ну, конечно, пока здесь пусто. Никто не учится еще. Здесь Эммы 5Э. У мира 5Э. Инде ищет свой класс. Вот Эльма, орда. Снова у нее был и снова Ну как, нормально? Tamam onlar temizlik yapıyor. Ondan. Temizlik olduğu için onları burada Парты rahat хоть edeceğiz. нормальные у вас красивые. Вот такой класс. Мы еще по дороге домой забежали в магазин. Покажу, что купили, даже 2 магазина. К школе, значит, взяла в Мире такие салфеточки. Мире они понравились, они такие миниатюрная версия. Салфетки это сухие. Потом мокрые. Мы взяли другие, сейчас покажу, какие мы взяли мокрые. Это просто я взяла так, для дома пользоваться. В Мигросе продаются. Потом взяла пакет печеньки такие тоже. Школа, сахарное печенье. Ну, Мира говорит, что не хочет, но возьмет. Дальше взяли орешки 3 видов. Это кешью. Это грецкие орехи. И фисташки, да? Нет, не фисташки, как это называется? Арахис. Арахис обычный, соленый такой. Тоже Мира с собой будет в школу брать. Дальше соки взяли. Ну, для школы просто так. Потом я еще взяла персики. По ценам вам сейчас скажу. Персики сейчас что-то дорогие. 125 лир за килограмм. 4 персика вот вышли на 126 лир. Иностранные бананы. 95 лир за килограмм. Я специально беру такие зелененькие, чтобы они портились медленнее. Ну и кому интересно, вот цены на мясо. Значит, вот что это у нас? Курица, да? Курица порезанная. 500 грамм. Кажется, 116 лир. Сейчас точно скажу вам. Да, 115 лир, но это за 500 грамм 115 лир. Курица. Дальше вот такой вот еще муж берет. Это шея, порезанная на кусочки. Здесь муж взял 4 кусочка, то есть 2 и 2. Просто я вот варю уже бульон с 2 кусочков. И стоил, получается, за 4 кусочка 725 лир стоимость их. А килограмм 945 лир. Из них получается очень вкусный суп такой наваристый, потому что здесь и косточка, и мясо, ну, немало, да, и нужно долго варить бульон. И потом такой турецкий супчик я делаю. И взяли еще вот такой вот, ой, как это по-русски, я, честно говоря, не знаю. В общем, пилить перзола, короче, это на кости мясо куриное. И стоило оно 170 лир за килограмм, но здесь чуть больше килограмма, килограмм 120. Вот такие покупочки я еще взяла в Мигросе, увидела полотенце. Лето закончилось, конечно, но, знаете, мне что-то захотелось полотенчика, такое оно смешное. Мира говорит, смешная чайка здесь. Вот, ну, оно было по скидке 175 лир всего лишь оно стоило. И я думаю, что бы не взять, на следующий год будет. Такое не сильно тонкое, и это не синтетика, обычно по такой цене синтетику продают, а это именно, мне кажется, что ХБ. Ну, мне, по крайней мере, так кажется, не знаю. В общем, такое взяла еще полотенечко. Ну, и остальные покупки, которые именно мы к школе сделали, мы с Мирой вам покажем отдельно в следующем видео. Думаю, вам интересно будет посмотреть. Я постараюсь его выложить завтра, послезавтра, чтобы тоже было побыстрее, а то школа уже началась. Всем спасибо за просмотр этого видео. Жду ваши комментарии, лайки. Всем хорошей недели, хорошего дня. Всем пока-пока.